Прежде чем начну этот обзор, должен сказать вам одну новость. Тринашку мы продаем. На этот раз это действительно так. В прошлый раз мы пошутили. В этот раз мы ее выставляем на продажу. Потому что проект на следующий год задуман еще один. Это пока сюрприз какой. И 3 проекта мы уже, конечно же, не потянем. Нам нужны деньги, поэтому тринашку мы продаем. А в конце этого видео я скажу вам цену. Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня в рамках обзора финального тринашки такой необычный эксперимент. Мы посмотрим, на какой машине лучше с девушками знакомиться. На BMW или на ВАЗ-2113. Ну, у Тёмы есть преимущество, потому что он в крутом костюме Nike защитного цвета. А я вот хрен пойми, как обычно, как одет. Еще он с бородой, да, это круто. Поэтому мы сейчас едем, смотрим, ищем девушек каких-нибудь. Я подъезжаю, знакомлюсь на Бэхе, а потом к этой же машине Тёма на тринашке подъезжает. Ну, с музыкой, Тёма. С музыкой, понял? Смотрите, кого я нашел. Это девушки на марке. Это такое редкое явление. Можно будет... Да ладно, да ты чё? Привет! Давай познакомимся. Это что, у тебя BMW? Да. Нет, спасибо, нет. BMW, говорят, нет. Тёма, вон Марк впереди, видишь, едет с бампером, с белым, не крашеным. Там две девчонки, они меня послали, нахуй, говорят, у тебя BMW. Да. Давай теперь музыку навали, к ним подъедь. Попробуй. Это трэш. Да ладно. А что такое горилла, Тим? Это дрип-команда наша. Девушки, ну остановитесь, пожалуйста. Это у нас эксперимент, мы не по-настоящему знакомились. Привет, тебя как зовут? Привет, Марина. Марина, а спутницу твою? Дарья. Очень приятно. Ни хрена себе ты там зажгла. Посмотрите, что за аппарат. Это какой, 2 GZ или 1 GZ? Это 1 GZ скоро вырастет до 2 GZ. То есть в планах. Короче, мы на самом деле обзор тринашки хотели сегодня снимать. Ну, вы ее знаете, наверное, да? Конечно, знаем. Лютая тринашка. Короче, вывод какой? На BMW не вариант. А тринашка, да. Мы сейчас можем музычку послушать, если хотите. Давайте послушаем. И записать красивое видео. В общем, поедем сейчас куда-нибудь, подъедем и музычку включим. Хотели просто обзор тринашки записать, но сегодня еще и хейр-трик получится сделать. Итак, у нас есть скучный обзор тринашки, очередной, который вот эти две прекрасные девушки сейчас разбавили уже дрифтом, сейчас разбавят хейр-триком, а потом я, наверное, покатаюсь на этом адском болиде. Я боюсь. А что вам BMW не нравится? Что, BMW хуже? У меня 2 BMW было, я вам скажу, что это не машина. Вот. Stick around.
кажется, в вас сейчас пол России влюбится. Я так этого хочу. Смотрите, что написано. Вот это вот заканчивать, это вы молодые пока, все нормально. А потом знаешь, как начинают разносить? Неделю поешь это и все. Вперед. Ну давай вперед. А я забыл. Можно через Тут же правильный руль, да? Да. Райд по-английски правильный. Смотри, нету рамки. У вас тоже слабовым, да? Беда. От давления. От Это кто-то, наверное, такой, не надо, и такой, да? Этот Марк так валил, что даже капот не выдержал. Вот этот? А, это капот открылся? Да. Этот опасен. За рулем никого. Вот так вот даже, да? Это обычный обзор. Я еду с двумя девушками на марке боком. Последний раз я валивал боком Что удивительного? на Лебеде в парке. Осторожно, полосатые сиденья. Может, кружочек успеем до этого, до Ворошиловского стрелка? Нет? Ну, в принципе. Вот это настоящий дрифт. Когда возникает вопрос, дрифтовать или не дрифтовать, там просто тип есть. Вот если ты нас сейчас смотришь, ты мудак. Как можно стрелять? Там тип по машинам стреляет с окна, реально с мелкашки. Разбил стекол уже пару. Вот Да, реально это точно. по вам стрелял тоже, да? Да, я как 50 Cent, меня стреляли. Ну реально очень не смешно. Извините, кстати, за звук. У меня, как всегда, одна камера в ремонте, другой я еще пользоваться не умею. А это старушка, одна из первых. Любимая. А, первая. Ну, любимая. И вы ее продал, если бы кто-то купил. Ну, пока снимать может. Вот оно наше кольцо, на которое мы всегда приезжаем обзор по автозвуку снимать. И заканчивается всегда все дрифтом. Сегодняшний обзор не исключение. Отлично. Все, хватит. А то правда сейчас. Кто стреляет? Вот кто стреляет? Мы в следующий раз. Да? Мы в следующий раз приедем, поставим хороший бинокль. Не любят BMW. Ну все правильно. На японцах ездят, не любят BMW. Вы все равно, да, троллить начнете, что это реклама Горилла. Годзилла Дим. А я Горилла сказал. Годзилла. Поэтому давайте уже рекламу тогда. Я правда вот реально сегодня познакомился совершенно случайно с девушками. Оказалось вот какие-то адские. Оказалось, мы из Годзилла Дим. У них даже, смотрите, здесь даже пахучка, смотрите какая. Вообще прям. Что там висит? А, сиськи. Та половина подписчиков, которые вдруг сейчас уже влюбились, ваши контакты мы будем указывать? Можно Да. Инстаграм. Инстаграм их будет вот под видео, подписывайтесь, задавайте им вопросы там по поводу семейного положения, 1 JZ или 2 JZ, вы знаете, что Турбо или спрашивают. атмосфера? Да, и Годзилла. Годзилла Да, Тим. что это? Дрифт-команда наша. Ростовская она? Да. А где вы гоняете? В Услабинске. Ростовская команда гоняется в Потому что Услабинске. у нас нет нормальных треков. Постройте трек в Ростове. Да, вот они посмотрят видео и сразу бегут сразу строить. Они светофоры Эй. ставят один за одним. Миллион каждый светофор стоит. На Малиновского уже стоит 12 штук на одной улице.
Короче, девчонкам спасибо огромное, что прокатили и что хейр-трик нам записали. Просто Спасибо за прически. Да, за шикарный. хотели унылый обзор снять, вот такой вот обзор. А теперь обзор, собственно, начинается. Итак, обзор тринашки. Больше, наверное, для тех, кто предыдущие пропустил, а таких много, я уверен, я вижу это по просмотрам. Чем дальше канал растет, тем больше просмотров у новых видео, а старые не подтягиваются. То есть людям лень открывать старые видео. Поэтому в этом обзоре мы расскажем про устройство ВАЗ-2113. Это самый популярный автозвуковой проект в России. Он таким стал еще в 2013 году, когда его собрали уже за одну осень. В 2014 году он нашумел так, что бомбило у половины инсталляторов России. И как мы говорили, да, ее прозвали «Вечность». Почему? Не только потому, что она может музыку играть долго, но и сам проект длится уже действительно такое время. Ну, по-моему, это самый долгий, да, проект. Я не знаю, кто еще не разобрал. Давайте будем честными. Сколько отъездил этот автомобиль, сколько этот автомобиль показал жесткого валева, какому количеству людей, с этим не сравнится, наверное, ни один проект в России на данный момент. Тёма подсказывает, да, нельзя не упомянуть Витька Моца, он действительно, есть уже прикол такой, Витек валит всегда. Он продал, и тёлки теперь школьницы плачут. Ну теперь, да, Витя продал, и школьницы плачут. Нету больше S-Max Витиного, нету больше огромного количества проектов, которые были и громче, там, может, даже кто-то был стабильней, может, зрелищней. Ну, смысл в том, что все вот эти вот плюсы этого автомобиля, и простота инсталляции, и громкость, и качество звучания, и результат даже в итоге уже довели, когда вот затроллили, результата нет и нет. Ну, демо-кар я всем заебался объяснять. Тёма взял, запилил, и 169 в этом автомобиле сейчас максимальный рез, если переключить усилители в низкоом. Ну вот в стабильном своем исполнении сколько хочешь можно валить. И на финале мы это показали. Результат средний у него 158-159 дБ. Это то давление, на котором спокойно можно слушать музыку без ущерба для аудиосистемы. Ну, слабое место есть тут лобовое стекло. В принципе, при умелом использовании можно его оставить целым. Но чаще оно вылетает, как даже сегодня у нас и произошло. В принципе, хватит разговоров, да, сейчас покажем вам автомобиль, мелкие изменения с прошлого обзора и напомним, что в нем стоит. Начнем сзади. Сзади у нас установлены два моноблока еще старых АЕ 12-тысячника, или это даже ГР? Это АЕ, да, по-моему? Один АЕ, один ГР. Вообще они разные даже, но дружат. Вот, стекло на жаре, вот это оргстекло у нас чуть вздулось, надо бы поменять. Вот такие вот усталости видно у машины. По-прежнему стоит два цифровых моноблока ОГО, которые могут играть до 10 кГц. Соответственно, это сумасшедшая мощность, которую можно опускать не только на бас, но и на музыку. И в этой аудиосистеме один работает на левую дверь, на среднечастотнике F13, другой на правую дверь. Усилитель еще один цифровой четырехканальник спрятан под фальшью, который отвечает за твиттеры. Открывать не будем, там в принципе смотреть не на что. Ну, вернее, все так попрятано, что мы почти ничего не увидим. Изменения с предыдущего инсталла был добавлен литий. То есть убрали 4 300-х хафкера и установили 240 ампер-часов лития. У машины чуть-чуть поднялся результат, буквально там, ну, почти на децибел. И ну, стабильнее теперь играет, быстрее заряжается, меньше просадки, ну, со всеми вытекающими. Ну и, соответственно, машина в весе потеряла. Теперь чуть лучше едет. По скорости, там спрашивают много, как она валит. Машина может развивать скорость до 170, мы это проверяли. Ну, как бы это некомфортно, такой вес тащить на такой скорости. Конечно, если что-то произойдет, весь этот вес просто задавит водителя, пассажира, ну, это будет ад. Поэтому, ну, аккуратный режим езды на этой машине 110-120 км в час. Так она и перемещается по соревнованиям, где показывает результаты и показывает, собственно, для чего она была сделана. Это валево, на радость зрителям. Не всегда это получается. На финале люди до самого вечера ждали. Только под самый вечер я включил, когда Тёма пошел на награждение, повалил. Все, кто хотел послушать, действительно вот хотел, остался до самого вечера. Все послушали. Даже на финале, когда это было практически невозможно, там были несколько замеров, потом было 2 дезматча или 3, я даже уже не помню, она прошла 2 3-минутки, по-моему, и 1 5-минутку со Стасом Певти сразилась в неравном бою. Ну, о выигрыше там не было речи, но показала очень достойное давление, 157 дБ среднее за 5 минут. Не прогрелись сабы даже, можно было давать больше. Но я видел, что в принципе Стаса не догнать. Ну, для понимания, у него 12 сабвуферов и бандпасс против стены с 4 сабвуферами.
Loud Sound F13. Есть хорошие новости, есть информация еще не проверенная. Возможно, мы скоро выпустим эти динамики на рынок вновь. Они так и стали самым успешным клоном 6ND410 от 18 Sound. Попробовали повторить Kicks, попробовали повторить компания, которую мы больше не можем называть вслух, и она не может присутствовать у нас в магазине. На нас написали заявление, я не шучу. Ладно, оставим это без внимания. Мамалетки, чернолетки, виолетки. Короче, много леток было, но есть секрет, который никто не знает. И, возможно, мы скоро получим те же самые F13, которые, вот, собственно, завоевали сердца такого большого количества человек. Отличает эти динамики очень громкое звучание, чуть тише, чем у старших собратьев, у 6ND410, но более качественное, так скажем. То есть они без потери управления еще достаточно приятно играют на экстремальной громкости. Но запас по самой максимальной громкости у 410-х был выше. И в принципе те, кто вот хотел просто убивать чьи-то уши, 410-й был лучшим выбором. Но 410-е стоили в 2 раза дороже, даже чуть-чуть больше. Поэтому эти динамики были очень популярны. Очень много людей за ними гонялось и до сих пор гоняется. Очень много спрашивают, там новые продайте, новых нету, бэушные люди ищут. Ну, вот, очень удачная модель. Действительно F13, и возможно они у нас скоро будут. Не менее удачная модель твиттеров здесь установлена T34, это клон BNC DE35, чуть-чуть они до них не дотянулись по громкости, по качеству, но на данный момент это один не из лучших твиттеров на рынке, это вот, ну, бесспорно, с ними сравниться мало кто может, и у них супер шикарная цена, 5500. Ну, за эти деньги в принципе твиттеры похоже очень сложно найти. На данный момент вот из бюджетных, так скажем, я считаю это лучшими твиттерами. Вот, собственно, это простота фронта. 2 полосы, твиттеры плюс среднечастотники, и 2 моноблока плюс 4-канальник. Вот такая очень громкая, очень качественно играющая, но очень простая система. Конечно, сейчас эскюшники затроллят, какое она качество. Качество здесь относительно именно вот таких же калиток, громких машин, которые призваны удивлять. Здесь действительно внутри можно кайфануть от громкой музыки, не закладывая уши, нет вот этой вот каши. Очень чистенькая середина, очень хорошо цикают пищалки. Закладывает уши. Тёма меня поправляет, говорит, закладывает уши. Закладывает, действительно, ну, громкости здесь перебор. Есть такой запас, когда вот хотите убиться, убиваетесь. Ну, можно сделать чуть потише и кайфовать от громкого звука. Без клипования ушей и без клипования динамиков. В салоне у нас небольшое изменение. Перетянули натуральной кожей Напа. Или Дакота, или хуй его знает, или Дермантин. Вот, это не натуральная кожа, я шучу, но выглядит гораздо лучше, чем вот эти вот просанные сиденья тряпичные, которые тут были. Одно сиденье по-прежнему убивается буфер, вот никак не убьет, здесь уже дырка такая, не знаю, скоро насквозь будет, и вот в этом месте тоже есть такой косяк, видимо, потому что АвтоВАЗ сделал какой-то херовый здесь механизм, не рассчитывал на 155 дБ, и вот здесь, пока музыка играет, эта хрень постепенно откручивается, и спинка сюда падает, если рулевой не вспоминает об этом вовремя и не отодвигает спинку. Ну, частенько об этом и я, и Тёма забываем, поэтому имеем здесь вот проверку на прочность альфардовского подвеса. Проверку этот подвес прошел в течение 1 года, да, по-моему, или это еще с прошлого года ее долбит. Осталось у нас стекло, в которое видно, как работают сабвуферы. Это наша фирменная фишка. Артем умеет это делать. И доказал это еще на Хаммере. Вот что-то тут, да, отсвечивает, плохо видно. Ну, если включить подсветку, то будет видно, что сабвуферы видно. Но подсветку мы не включим, потому что подсветка разъебана. Просто. 4 DevBonds 315 здесь стоит. Были заменены, поставлены вместо 415-х. И дало прирост в результате. Я думал, если честно, что будет потеря в стабильности, но ее не произошло. Сабы играют более чем стабильно. Они прогреваются до сумасшедшей температуры. Была даже несколько раз вонь, но на работу сабвуферов это никак не повлияло. Внутри чуть-чуть разбило пластик, но в принципе все целое остается. Ну, потерто. Вот этот вот вазовский пластик, который за год приходит в негодность. Автомобилю всего 3 года. То есть он младше Бэхи моей. Ну, если посмотреть на парбриз в Бэхе, будет понятно различие между русской машиной и иномаркой. Здесь все выцветшее, все поцарапано. Лобовое просто вот выдавливает, когда это хорошо.
Потому что когда его не выдавливает, оно лопается, его надо менять. А это просто поставить на место. Это... Тёма так ехал сейчас, валил Кока-Колу. Вот посмотрите, с каким стеклом. Магнитофон установлен 55-й Alpine, который очень сильно подъехал на финале России по Дибидрагу. Хотел я выступить в бас-рейсе, обосрался, потому что ручку крутишь здесь вправо, а она крутится куда и заблагорассудится. Очень низкий результат по квалификации получил на Дибидраге. И даже потом не стал узнавать, прошел я или нет. Но я, оказывается, прошел, можно было пострелять. Но это, в принципе, было невозможно, потому что у нас был Хаммер, была Эма, выступление как раз во время замеров Дибидрага. И мы физически бы не успели. Так что, в принципе, магнитофон подвел. Но даже если бы он не подвел, вариантов выступить в бас-рейсе не было. Ну, выступили в дезматче, и вице-чемпион эта машина, вторая по стабильности после Стаса Пефти. Ну, как я уже сказал, очень сложно бодаться с бандпасом с 12 сабвуферами. Стасу респект огромный, но его автомобиль скорее бы вот пободался бы с Хаммером. Это было бы, скажем так, в одной весовой категории. Здесь у нас все осталось по-прежнему, стоит вольтметр, кнопки открывания дверей и все. Ну, стеклоподъемники. Регулятор баса не закреплен, вынесен так, чтобы можно было им играться в любом положении, держать вместе с ручкой или там, когда валишь, сидеть вот так. И вот эти вот волшебные кнопки. Нас очень много поспрашивали, как это она меняет обороты. Это просто установлено две программы. Технически я не знаю, как это сделано, но ставятся две программы, эта кнопка переключается между ними. На одной программе холостые стоят там 800 или сколько, 600. На другой 2000. Очень удобно на замерах, очень удобно на валеве. Нажал, и она жарит. При этом мотор, конечно, греется. Часто видели раньше тринашку с открытым капотом. После установки принудительного включения вентилятора, это вторая кнопка, необходимость в открытии капота отпала. Машина охлаждается отлично, ну, на постоянном вентиляторе. Ну, за этим тоже надо следить, потому что, во-первых, он отжирает чуть-чуть тока. И вот при замерах на максимальную громкость его лучше отключать. Вот тут надо, выезжая на замер, поймать момент, чтобы и температура была низкая, и отключить успеть вентилятор, и чтобы он не включился на замере. Потому что если он на замере включится, он отожрет пару, ну не пару, там 0,1 вольта он, по-моему, отжирает. Просто неприятно. Ну, по сути, это ни на что, скорее всего, не повлияет. Но опытные спельщики знают, что тока много не бывает. И вот за этим надо здесь следить. Еще одна кнопка включает моноблоки. То есть они здесь включаются отдельно от аудиосистемы. На всякий случай это сделано. И одна не задействована, оставлена в резерв. Это вся аудиосистема ВАЗ-2113. Как я уже сказал, ее отличает не только громкость и стабильность, но и простота. Она позволила эксплуатировать автомобиль с минимальными временными и денежными затратами в течение уже сколько? 3 года? 3 года автомобиль этот ездит. Это сумасшедший показатель для машины, которая вот в одном ключе не на форумах светится, да, там не в чатах, не ВКонтакте, а реально ездит. Ее реально уже переслушало, не знаю сколько, сотни человек, сотни, может
там за 1000 счет, ну, трудно посчитать. Только на этапе в Ростове мы насчитали около 100 человек в ней посидело. Вот когда я на Грибном записывал, на видео попало, не помню, 50 или 60. А всего в тот день посидело около 100 человек в автомобиле, и все 100 послушали в нем музыку. Плюс он поучаствовал в замерах, показал тогда 157 среднего за минуту также. И вот это и отличает автомобиль. Он выезжает на дез-матч, смертельный матч, и после этого выезжает, валит музыку. Поэтому вечность. Под капотом все так же осталось. Вот этим проводам, проведенным через кузов, через вот эти вот втулки Stinger, за них нас затроллили, что они стоят кучу денег, а в любом водопроводном магазине вы можете купить их за 18 рублей. Ну, тогда мы поставили Stinger. Не самая дорогая эта вещь, не самая нелогичная в этом автомобиле, как оказалось. Есть тут вещи гораздо большую бомбежку, которую вызывают у комментаторов злых. По питанию здесь остался тот же 400-й Хавкер, который я уже не знаю, сколько он ездит. Он с рождения тут или... меняли мы его. Первый год. 13. Меняли для профилактики. Его также продали, он до сих пор работает. Просто была когда возможность, заменили. Стоят преды на 300 ампер на каждый провод. Проводка здесь 0 гейдж Audio Extreme. 200. Это на финале АМТ я снял отсюда, поставил Хаммер по 200, а с Хаммера поставил 300 сюда. Ну, не помешает. Чем больше, тем лучше, я так всегда считал. А если их нет, вообще супер. Генератор все тот же DC Power, 370 ампер. Ничего с ним не происходит, все нормально работает. Ремень несколько раз рвался, но сейчас уже эту проблему решили. Ремни машина не рвет. Таким образом у нас... Ну, под капотом особо показывать нечего, но вызывает гордость, что сюда и залазить не надо. Как вот в иномарке. Вот я лазю в бэк вот только чтобы воды долить, и масло поменять, и свечи поменять, и катушку зажигания поменять, и радиатор поменять, и крышку масляного фильтра поменять. Масло нас Дима просит всегда рекламировать, а мы не рекламируем никогда его маслоксеном. Маслоксеном мы заливаем в тринашку, мы заливаем, а в BMW маслоксеном тема, Супротек говно, покупайте маслоксеном. Теперь, собственно, поломки, да, Тём, давай покажем, что у нас по поломкам. По кузову машину варили, не знаю, я уже сбился со счету много раз. Центральные стойки варили, передние стойки варили. И в этом году ей заменили полностью крышу, просто чтобы не париться. Проварили здесь, добавили металл, чтобы было жестче. И вот стойки практически не рвет. Здесь вот чуть-чуть пошли трещинки. И в принципе на этом все остановилось. А вот дверям достается пожестче. Дверь уже мы даже не варим. Дверь варить уже даже смысла нет. Ну, она так держится. Дверь держится. Ну, вот так. Что еще по поломкам? Стеклоподъемники очень часто. Ну, стеклоподъемники, да, там каша в двери. Двери в кашу, конечно, разбивает внутри. Замки и шпингалеты. Замки, шпингалеты, ну, мелочевка. И вот из серьезного за этот год, что у нас произошло, я не знаю, будет ли видно, мы сломали стену. Я где-то что-то слышал, трещало, думал, все, сабвуферу пришел конец, а реально лопнула стена. Стена уже не выдержала и появилась трещина. Лопнула стена, я вам сейчас покажу почему. Она просто так бы не лопнула, но сломалась распорка. Не знаю, будет видно или нет. Давай, ты сможешь. Давай, сука. Да успокойся, все нормально. О, видно, да. Вот так вот лопнула распорка, и из-за этого сломалась стена. Также после случая с Димой Обориным, у которого оторвало балку, Тёма пересрал, увидел, что у нас с балкой тоже есть проблемы, и заменили заднюю балку. Балка уставшая была, да, ее поменяли. Тормоза установлены дисковые на автомобиль, сзади крутые, спереди очень крутые. Диски Slick, очень часто спрашивают, это Slick, модель называется как-то, да. Хорошие диски идут этой машине, и вообще в принципе машина на стиле вся. Сейчас владельцы BMW блеванут, но вы должны понимать, что мода на русские автомобили это что-то потустороннее, и вот этот автомобиль очень классно смотрится, очень сбито, вот для восьмерок, для девяток ничего лишнего на нем не стоит. Никаких спойлеров, каких-то там поворотников, повторителей, там никаких
здесь нет. Здесь стоят 15-е слики. Машина не тонированная. Выглядит, в принципе, неплохо. Еще лучше, когда это все подсвечено зелененьким или беленьким. Но, как я уже сказал, подсветку сломалась она, короче. Итак, это был обзор тринашки, завершающий 2016 года. Надеюсь, вам понравился. Предыдущий у нас был возвращение тринашки. Хорошее видео, красивое. Даже два. Одно это обзор, другое просто Валева с грибного канала. Я вам очень рекомендую его посмотреть. Классные видосы. Надеюсь, вы увидели все, что вы хотели увидеть про тринашку. Если что-то осталось не раскрытым, пишите в комментариях. С удовольствием на них ответим. Пишите, какие видео вы еще хотели бы увидеть. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно не забывайте ставить палец вверх. Я вам по секрету скажу, это особо ничего не дает там для просмотров, для популярности видео. Но это как ваша благодарность нам. Мы видим, сколько людей из тех, кто посмотрел, действительно считают, что стоит поставить лайк. И спасибо огромное тем, кто это делает. В этом обзоре было все. Был дрифт, красивые девушки, Валева, выломанное лобовое стекло, бэха, тринаха. Все было, поэтому не вижу ни одной причины не сделать это. Ставьте лайки, короче. Все, это канал Loud Sound. Вы сами знаете, что вам делать. Живите громко. Забыл. Все ж таки до конца видео досмотрел, просто чтобы узнать, сколько стоит тринашка. Она стоит 24 миллиона рублей. За 24 миллиона рублей мы ее выставляем на продажу. Когда появится какой-нибудь арабский шейх, который захочет купить этот автомобиль за эти деньги, мы его продадим. Обосрались, да, наверное, на тринашку продают. Ну, продаем, за 24 ляма. Слышь, а если правда кто-то купит, Тём, что делать? За 24 ляма продадим? Конечно. Если ее купят за 24 ляма, я вот при всех говорю, мы на вырученные деньги купим, ну это по-любому, да, надо будет сделать, тринашку 2. Мы купим Артему S63 AMG, ну который, нет, не AMG просто 222. Ладно, замечтались. Ну прикол это был такой, да, прикол, продаем, но задорого, типа юмор, вы все поняли, короче, вы знаете, в чем дело. Всем давайте, пока. Вот когда кто-то будет с 24 рублями